Скорость света – это максимально возможный предел передачи абсолютно любого взаимодействия в нашей Вселенной. Быстрее скорости света не может перемещаться абсолютно ничто. Даже сам свет. Или флэш. Или ртуть. Или этот вот. Из Марвел. Скорость света обычно обозначается буквой C и является универсальной физической константой, важной во многих явлениях физики и инженерии. 299 миллионов 792 тысячи и 458 метров в секунду. Часто при выполнении расчетов это значение округляют до 3 на 10 в 8. С одной стороны, это невероятно быстро, а с другой – это предел скорости во Вселенной, который не дает нам путешествовать между галактиками и управлять марсоходом в режиме реального времени. Давайте рассмотрим задачку. Расстояние от Земли до Марса меняется, потому что обе планеты движутся по орбитам. Минимальное расстояние у нас в противостоянии 54,6 миллионов километров, а максимальное по разные стороны от Солнца 401 миллион километров. Теперь можно рассчитать время пролета сигнала. Радиосигнала. Он тоже двигается со скоростью света в космосе. T равно S делить на C. При минимальном расстоянии у нас время передачи информации полета сигнала будет составлять 182 секунды или примерно 3 минуты, а при максимальном расстоянии 1337 секунд или примерно 22 минуты. Кстати, интересный факт еще заключается в том, что если вы даже видите Марс, например, и пытаетесь как-то проанализировать, в какую сторону направлять сигнал, то это тоже надо учитывать, потому что Марс, который вы видите, он тоже сдвинут во времени относительно того, где находится в реале, потому что свет от него идет какое-то время. Итого сигнал от Земли до Марса идет от 3 до 22 минут в зависимости от взаимного положения планет. Также свет, видимый от звезд, покинул их много лет назад, а о некоторых взрывах в галактике, произошедших миллионы лет назад, мы узнаем только сейчас. По той же причине при посадке марсохода на поверхность Красной планеты используется исключительно автоматизированная посадка. Управлять марсоходом при посадке с задержкой в несколько минут попросту невозможно. А вот посылать сигналы управления, когда марсоход уже находится на поверхности, и ждать реакции – вполне. Эти моменты хорошо продемонстрированы в фильме «Марсианин». А еще важно отметить, что скорость, с которой свет распространяется через прозрачные материалы, такие как стекло, меньше скорости света. Отношение между скоростью света и скоростью v, с которой свет распространяется в материале, называется показателем преломления материала n равно c делить на v. Например, для видимого света показатель преломления стекла обычно составляет около 1,5, что означает, что свет в стекле распространяется со скоростью c делить на 1,5, то есть 200 тысяч километров в секунду. У воздуха, кстати, тоже есть показатель преломления, и для видимого света он составляет около 1,3, поэтому скорость света в воздухе примерно на 90 километров в секунду меньше, чем в космосе. Согласно специальной теории относительности Эйнштейна, скорость света – это предельная скорость, с которой может двигаться информация или вещество во Вселенной. Ни один объект с массой не способен ее достичь или превысить. В уравнении Эйнштейна E равно mc². Скорость света связывает массу и энергию, показывая, что одно может переходить в другое. По мере увеличения скорости тела растет его энергия, и при приближении к скорости света она стремится к бесконечности. Поэтому для разгона частицы с массой до скорости света потребовалась бы бесконечная энергия. То есть это физически невозможно. Безмассовые частицы, такие как фотоны, могут двигаться со скоростью света, потому что у них нет массы. Если представить, что масса фотона начинает расти, то он сразу начнет замедляться. Кстати, в Большом адронном коллайдере протоны удалось разогнать почти до скорости света. Им не хватило всего 3 метров в секунду. Ну а если бы такие супергерои, как Флэш и Ртуть, существовали в реальном мире, то на скорости их движения тело любого человека приобрело чрезмерную массу и просто бы не выдержало перегрузок. А если вы после этих знаний стали переживать, что начав бегать вместо сброса веса, ваша масса будет все-таки расти, то не переживайте. Главное, не разгоняйтесь до скорости света. А если почувствуете, что начали тяжелеть, просто остановитесь. Масса сразу уменьшится до нормального состояния. Берегите себя и не превышайте скорости света. И не нарушайте законов теории относительности.